Здесь, в глуши, Фредерик меньше всего ожидал встретить домашнее животное. Но у собаки, гулявшей у дороги, явно должен был быть хозяин. Только когда он подошел к ней поближе и решил проследить за животным, он понял, что оно на самом деле здесь делало. И Фредерик понял, что у него нет другого выбора, кроме как быстро позвонить в 911. Фредерик не мог не прийти в некоторое замешательство, когда увидел большого лабрадора, идущего вдоль дороги. Он недоумевал, что такая собака делала здесь в одиночестве. Они были далеко за городом, и сам Фредерик оказался здесь только потому, что ему нужно было 6 часов езды, чтобы навестить свою мать в соседнем городе. Он огляделся по сторонам и не увидел поблизости никаких ферм или других пригодных для жизни мест. Он также не смог определить владельца или кого-то еще, кому могла бы принадлежать собака. Ему было ясно, что это бедное животное осталось совсем одно, и, будучи любителем собак, он не мог просто так оставить это бедное животное. Он остановился рядом с собакой, опустив стекло, и животное тут же просунуло передние лапы в дверцу, немного застигнув Фредерика врасплох. Эта собака, очевидно, была знакома с машинами и людьми, и он догадался, что, казалось бы, эта собака никак не могла добраться сюда без транспортного средства, и при ближайшем рассмотрении оказалось, что о животном хорошо заботятся. На шее у него также был довольно большой ошейник, что указывало на то, что у животного действительно должен быть хозяин. Теперь, когда ошейник был так близко, Фредерик смог немного рассмотреть его, но не сразу обнаружил на нем бирку с именем или какую-либо другую информацию. Но с ошейником такого размера вполне возможно, что внутри был либо чип, либо устройство слежения. Теперь ему предстояло принять решение. Что, черт возьми, он собирался делать с этой собакой? Она явно хотела с ним пообщаться. Сначала он подумал, что она, возможно, хочет залезть внутрь, но когда он открыл заднюю дверцу своего автомобиля, собака на самом деле отступила на несколько шагов. Он также начал лаять на Фредерика, но не так, чтобы это навело его на мысль о том, что собаке что-то угрожает. Казалось, он просто хотел привлечь его внимание. Фредерик не знал, что делать дальше. Он хотел помочь этой собаке, так как все больше и больше убеждался, что животное здесь совсем одно. Единственный способ, который он мог придумать, это посадить животное в свой грузовик и отвезти в ближайший приют для животных. Они могли разослать сообщение о том, что собака найдена, надеясь, что они дойдут до ее владельца. Но как он ни старался, собака не садилась в его машину. Оно даже не позволяло Фредерику прикасаться к нему. Вероятно, оно боялось, что он схватит его, и его затащат в машину. Фредерик мог бы тут же решить, что это того не стоит, и продолжить свое путешествие. Но что-то внутри него удержало Фредерика от этого шага. К этому времени он уже понял, чего хочет это странное животное. Оно хотело, чтобы он последовал за ним. Потому что каждый раз, когда Фредерик делал шаг в направлении собаки, собака тоже делала шаг и всегда в одном и том же направлении. Это животное хотело его куда-то вести, и Фредерику стало чрезвычайно любопытно, куда это. Он посмотрел в том направлении, куда пыталась убежать собака, и ему быстро стало ясно, что на своей машине он никуда не доберется. Это место можно было пройти пешком. Он глубоко вздохнул, запер за собой машину и направился в том направлении, куда пыталась направиться собака. И сразу стало ясно, что животное действительно оценило это. Он начал вилять хвостом и постоянно оглядывался на Фредерика с радостной улыбкой на морде. Животное доставило его именно туда, куда и хотело, а у самого Фредерика осталось множество вопросов. Он уже написал матери, что будет немного позже, но понятия не имел, сколько времени займет эта экспедиция. Они шли по открытому полю. Фредерик следовал за нетерпеливым лабрадором. Когда они приблизились к густому лесу, простота местности противоречила ожидавшим их трудностям. В ролях. Высокие деревья отбрасывали длинные тени, намекая на неизвестный путь, по которому они собирались идти. Макс уверенно шел впереди, высоко задрав хвост, продираясь сквозь подлесок, который отмечал границу между известным и таинственным лесом.
По мере того, как кроны деревьев сгущались, шаги Фредрика становились неуверенными. Яркий дневной свет с трудом пробивался сквозь листву, создавая под ними тусклый полумрак. Он слышал шорохи и отдаленные крики невидимых существ, напоминавшие ему о дикой местности, в которую он забрел. Тропинка, если ее еще можно было так назвать, вилась все глубже в лес. Ее изгибы и повороты диктовались уверенными шагами собаки. В тишине леса Фредрик заметил перемену. Макс, который до этого держался на некотором расстоянии, теперь позволил Фредрику подойти ближе. Это вновь обретенное доверие было очевидным, когда Макс остановился и стал чаще оглядываться, чтобы убедиться, что Фредрик все еще здесь. Их молчаливое общение крепло с каждым шагом, преодолевая пропасть между человеком и животным, компаньоном и проводником. С растущим доверием между ними Фредрик увидел свой шанс. Он быстро протянул руку и успел схватить Макса за ошейник. Собака, застигнутая врасплох, замерла, но не вырвалась. Путь. Пальцы Фредрика ощупали ошейник и обнаружили выгравированное внутри собачье имя. Макс. Никаких других деталей не было, но твердый незнакомый предмет внутри ошейника задел за живое. Любопытство Фредрика. Почувствовав твердый предмет под ошейником, любопытство Фредрика усилилось. Он знал, что раскрытие тайны путешествия Макса связано с этим спрятанным предметом. Преисполнившись решимости, он решил, что пришло время продолжить расследование. Воротник. Его перочинный нож, всегда готовый к неожиданным приключениям, стал ключом к разгадке секретов, которые хранил Макс. Связь, которая установилась между ними, привела их к новым открытиям. Фредрик осторожно пользовался своим перочинным ножом, открывая ту часть воротника, которая показалась ему странной. Внутри, завернутое в ткань, лежало маленькое изящное устройство. Его металлическая поверхность поблескивала в слабом свете, проникавшем сквозь деревья. Фредрик повертел его в руках, изучая порты и кнопки, и понял, что это нечто более сложное, чем простая бирка или маячок. На первый взгляд Фредрик подумал, что это должно быть трекер. Это имело смысл, учитывая, что Макс бродил в одиночестве. Мысль о том, что владелец Макса может в любой момент определить его местонахождение, на мгновение успокоила Фредрика. Это объясняло, почему Макс мог казаться таким уверенным и целеустремленным в своих странствиях. Но по мере дальнейшего изучения устройства Фредрик начал сомневаться в своих первоначальных предположениях. Любопытство Фредрика не позволяло ему просто так уйти. Он осмотрел устройство поближе и заметил функции, которые не соответствовали стандартным трекерам. Не было видно ни GPS-координат, ни мигающих лампочек, указывающих на отправку или получение сигнала. Вместо этого Фредрик обнаружил небольшой динамик и порт micro-USB, что говорит о том, что устройство предназначено для записи, а не для отслеживания. Фредрик осознал, что у него в руках диктофон, а не трекер. В связи с этим возник вопрос: зачем кому-то понадобилось записывать то, что слышит или видит собака? В лесу вокруг них было тихо, если не считать естественных звуков дикой природы. Мысль о том, что приключения Макса были задокументированы, озадачила Фредрика. Это казалось необычным для обычного домашнего животного. Наблюдая за устройством, Фредрик заметил функцию, которую он упустил из виду. Возможность отправки. Это означало, что устройство могло не только записывать, но и передавать записи. Вывод был тревожным. Мог ли кто-нибудь прямо сейчас подслушивать их передвижения и разговоры? От этой мысли у него по спине пробежал холодок. Однако это открытие только усугубило загадку цели пребывания Макса в этих лесах. Держа устройство в руках, Фредрик чувствовал себя так, словно оказался в центре головоломки, в которой не хватало кусочков. Диктофон, спрятанный в ошейнике Макса, указывал на цель, выходящую за рамки обычного наблюдения. Казалось, Макс был частью более масштабного плана, чего-то тайного. Это открытие не остановило Фредрика. Напротив, оно укрепило его решимость раскрыть правду о путешествии Макса в одиночку по лесу. 1.
Несмотря на беспокойство, которое терзало Фредрика, он решил остаться с Максом. Решимость пса и тайна диктофона заставили его довести это приключение до конца. Макс, не подозревавший о внутреннем конфликте Фредрика, продолжал идти впереди с неизменным энтузиазмом. Фредрик не мог отделаться от ощущения, что они движутся к чему-то значительному, к чему-то, что Макс, казалось, понимал, но было за пределами понимания Фредрика. Схватывание. Густой подлесок в лесу делал продвижение медленным и трудоемким. И все же Макс легко ориентировался, выбирая тропинки, которые Фредрик сам бы не заметил. То, что пес хорошо знал эти тропы, проявлялось в каждом его уверенном шаге, заставляя Фредрика задуматься о том, сколько раз Макс, возможно, отправлялся в это путешествие раньше. Лес с его глубокими тенями и переплетенными лианами хранил секреты, в которых Макс прекрасно разбирался. Макс вел Фредрика по лесу с непринужденностью опытного гида. Тропинки, которые он выбирал, были самыми чистыми и с наименьшим количеством препятствий, что свидетельствовало о глубоком знакомстве с местностью. Фредрик поражался тому, как инстинктивно Макс двигался, всегда находя самый простой маршрут. Это мастерство намекало на регулярность их прогулок, на рутину, из-за которой Макс пересекал эти леса гораздо чаще, чем Фредрик мог себе представить. Ему. По мере того, как они углублялись в лес, Фредрик оставался настороже. Магнитофон в ошейнике Макса добавлял таинственности их путешествию, превращая каждый шорох и тень в потенциальный признак опасности. Чувства Фредрика были обострены. Он опасался того, что может ждать его впереди. Макс, однако, казался невозмутимым. Он шел вперед с уверенностью человека, хорошо знающего эти леса, оставляя Фредрика размышлять о том, что их ждет. Внезапно телефон Фредрика зазвонил, и тишину леса прорезал пронзительный звонок. Взглянув на экран, он был ошеломлен, увидев, что на нем высвечивается имя его матери. «Как я вообще могу здесь обслуживаться?» — вслух удивился он, отвечая на звонок. Голос его матери, чистый и обеспокоенный, был последним, что он ожидал услышать в разгар своего необычного приключения. «Что ты задумал?» — спросила его мать, услышав его запыхавшееся приветствие. Фредрик поколебался, затем рассказал странную историю о Максе и таинственном устройстве. На другом конце провода повисла тяжелая пауза. Его мать, всегда готовая дать совет или поделиться своими мыслями, замолчала, и эта реакция еще больше усилила беспокойство Фредрика. Когда она, наконец, заговорила, в ее голосе слышалось беспокойство. «Я слышала об этой собаке», — призналась она. Ее слова были медленными и тягучими. Это похоже на городскую легенду. Фредрик остановился, крепче сжимая телефон. Мысль о том, что Макс может быть частью местного мифа, была столь же интригующей, сколь и тревожащей. Следующие слова его матери были произнесены с такой неохотой, что у Фредрика по спине пробежал холодок. По ее словам, история гласит, что эта собака заводит людей глубоко в лес, и они никогда не находят дорогу обратно. Фредрик застыл на месте, и только шелест листьев и отдаленные крики диких животных нарушали тяжелую тишину, воцарившуюся после ее предупреждения. Несмотря на серьезность слов матери, Фредрик не смог сдержать усмешки. «Это просто совпадение», — утверждал он, скорее, чтобы успокоить себя, чем оспаривая легенду. Макс был прямо там, осязаемый и реальный, тихо дышащий у его ног. Мысль о том, что он следовал за призраком из местного фольклора, казалась нелепой. Однако, когда он продолжил свой путь, смех не помог ему избавиться от беспокойства, которое теперь сопровождало его. Когда разговор с матерью закончился, Фредрик заверил ее: «Я буду осторожен». Он старался говорить уверенно, но рассказ матери не выходил у него из головы. Несмотря на свой скептицизм по отношению к городской легенде, он не мог избавиться от растущего беспокойства. Макс продолжал идти вперед, не обращая внимания на перемену в поведении Фредрика, уводившую их все глубже в лесные объятия. Когда Фредрик шел позади Макса, его беспокойство усилилось.
Маршрут собаки петлял по лесу, больше не следуя какой-либо заметной тропинке. Хаотичность их траектории беспокоила Фредрика. Деревья выглядели слишком похожими, и отсутствие четких ориентиров заставило Фредрика понять, что они все больше отклоняются от привычного маршрута. Приключение приняло тревожный оборот, заставив Фредрика усомниться в намерениях Макса. Осознание этого сильно поразило Фредрика. Они уже давно сбились с пути. Паника охватила его, когда он осознал, что, возможно, не знает обратной дороги. Лес, когда-то казавшийся захватывающей тайной, теперь казался лабиринтом, созданным для того, чтобы сбивать с толку. Воспользуйся. Доверие Фредрика к Максу пошатнулось, когда тяжесть их изоляции стала ощутимой. Решив, что зашел уже достаточно далеко, Фредрик остановился. Он повернулся в ту сторону, откуда они пришли, полной решимости вернуться к привычным следам. Возбуждение от того, что он следовал за Максом, испарилось, сменившись настоятельной потребностью вернуться туда, где он чувствовал себя в безопасности. Когда он сделал первые шаги в сторону от Макса, его охватило чувство облегчения, смешанного с разочарованием. Решение Фредрика уйти не понравилось Максу. Лай собаки, который когда-то был дружелюбным и приветливым, стал громким и агрессивным. Это была поразительная перемена, которая заставила Фредрика замереть на месте. Он оглянулся на Макса. В его глазах были замешательство и беспокойство. Не совершил ли он ошибку, пытаясь уйти? Внезапная перемена в поведении Макса свидетельствовала о том, что на карту поставлено больше, чем Фредрик предполагал. Когда Фредрик попытался уйти, Макс бросился перед ним, преградив ему путь с вновь обретенной агрессией. Сердце Фредрика бешено заколотилось. Дружелюбный пес, за которым он шел, теперь был непреодолимой преградой. Взгляд Макса встретился с его взглядом, наполненным такой напряженностью, какой Фредрик раньше за ним не замечал. Перемена в поведении от компаньона к противнику была резкой и пугающей, бросая тень страха на Фредрика. Фредрик. Губы Макса скривились, обнажив зубы, когда он медленно приблизился к Фредрику. Рычание пса эхом разнеслось по безмолвному лесу, отчего по спине Фредрика пробежали мурашки. Это был не тот Макс, которого он знал. Агрессивная поза пса и его медленное продвижение вперед дали понять, что это не так. Он почувствовал угрозу. Инстинкты Фредрика кричали ему, чтобы он бежал от надвигающейся опасности. Не имея другого выбора, Фредрик повернулся и побежал. Он выбрал направление, любое направление, руководствуясь чистым инстинктом, чтобы избежать угрожающего присутствия позади него. Макс последовал за ним, но, к удивлению Фредрика, он начал обгонять собаку. Густой лес превратился в размытое пятно. Когда он бросился бежать, адреналин подпитывал его отчаянное бегство. Звуки погони постепенно затихали, давая ему проблеск надежды. 10 минут показались ему вечностью, но бешеный стук его сердца начал замедляться. Фредрик больше не слышал лая Макса или звуков погони. Он остановился, переводя дыхание, и прислушался. Лес вокруг него был безмолвен. Тишина была такой глубокой, что почти оглушала. На мгновение он позволил себе поверить, что избежал непосредственной опасности. Переведя дух, Фредрик почувствовал недолгое облегчение. Оглядевшись, он понял, что понятия не имеет, где находится. Деревья не давали никаких указаний, а тропинки были давно потеряны. В животе у него поселилось неприятное чувство. Было ли предупреждение его матери пророческим? Так легенда стала реальностью для ничего не подозревающих путешественников? Страх смешивался с сожалением, когда он совершенно один в бескрайней пустыне обдумывал свои дальнейшие шаги. Достав свой телефон, Фредрик надеялся на слабый сигнал, но на экране не было никаких полос. Слабая связь, за которую он цеплялся, теперь исчезла. Изоляция давила на него тяжелым грузом, и он начал осознавать это. Он был совершенно один. Устройство, которое связывало его с остальным миром,
теперь было просто бесполезным куском металла и пластика в его руке. По мере того, как солнце опускалось все ниже, по лесной подстилке протянулись тени, предвещая приближение ночи. Паника охватила Фредрика при мысли о том, что он может оказаться застигнутым врасплох в темноте. Ему нужно было найти укрытие, но он застыл на месте, не зная, куда идти. Лес, огромный и равнодушный, не давал никаких указаний, только уверенность в том, что он проведет ночь в темноте. Фредрик заставил себя двигаться, бесцельно блуждая в сгущающихся сумерках. Его глаза напряженно всматривались в темноту, ища убежище во все более враждебном окружении. При мысли о том, что ему придется провести ночь, беззащитному перед стихией и тем, что еще может таиться в лесу, у него по спине побежали мурашки. Каждый шорох и треск веток под ногами усиливали его чувство уязвимости. Как раз в тот момент, когда им начало овладевать отчаяние, впереди темноту прорезал слабый свет. Сердце Фредрика затрепетало от надежды. Свет означал цивилизацию, а, возможно, и безопасность. Темнота вокруг него больше не казалась абсолютной, когда этот маяк звал его к себе. Преисполнившись решимости, он двинулся навстречу обещанию человеческого присутствия. Свет становился все ярче на фоне ночи. Свет привел Фредрика к маленькой хижине, окна которой отбрасывали в ночь теплый манящий свет. При виде этого скромного строения посреди дикой природы его охватило облегчение. По мере того, как он приближался, детали хижины становились все отчетливее. Деревянные стены, простая дверь и шелест дыма из трубы. В душе Фредрика затеплилась надежда, заставившая его поверить, что он, возможно, нашел убежище. Фредрик приблизился к окну, привлеченный внутренним светом, и поднял руку, чтобы постучать. Но осторожность овладела им, остановив его движение. Изоляция и недавнее испытание с Максом научили его ценить осторожность. Он размышлял о неизвестной природе обитателей хижины. Были ли они дружелюбным убежищем, на которое он надеялся, или чем-то более зловещим? Проявив осторожность, Фредрик присел под окном, используя слабое свечение своего телефона, чтобы незаметно снять интерьер. Он стремился мельком увидеть, кто или что находится внутри, не привлекая ничьего внимания к своему присутствию. Тихая ночь скрывала его передвижение, позволяя ему незаметно собрать улики. Просматривая видеозапись, Фредрик почувствовал, как учащенно забилось сердце, когда он обработал сцену, снятую на его телефон. Он увидел интерьер хижины, предметы и, возможно, подсказки к загадочному поведению Макса. Он был ошеломлен, задаваясь вопросом, было ли это целью Макса с самого начала. После просмотра видео у него возникло больше вопросов, чем ответов. Осознав серьезность того, что он обнаружил, Фредрик понял, что ему нужно немедленно уходить. Но когда он приготовился к отступлению, его телефон показал, что есть доступ к Wi-Fi. Это был спасательный круг, которого он не ожидал, исходящий из того самого места, откуда он теперь стремился сбежать. Желание бежать боролось с возможностью обратиться за помощью. Ни секунды не колеблясь, Фредрик подключился к Wi-Fi в хижине. Первым делом он набрал 911 через интернет, отчаянно пытаясь сообщить о своем затруднительном положении любому, кто мог помочь. Когда связь установилась, он приготовился поделиться своей историей, компрометирующим видео и своим местоположением, надеясь на быструю реакцию на беспрецедентную ситуацию. Фредрик быстро напечатал свое затруднительное положение, поделился видео и своим местоположением с оператором. Окно чата было маленьким лучиком надежды в кромешной тьме. Его пальцы быстро двигались, описывая события, которые привели его сюда, в надежде, что это электронное обращение принесет помощь, в которой он отчаянно нуждался. Яркое свечение экрана было его единственным источником света, когда суматоха внутри хижины нарушила ночную тишину. В одно мгновение его связь с внешним миром прервалась, Wi-Fi отключился. Его поразило внезапное осознание. Его присутствие больше не было секретом.
Они знали, что он здесь, и его окно безопасности закрылось. Паника Чейза Бегина усилилась, когда Фредерик услышал, как распахнулась дверь, и чей-то голос резко скомандовал: «Хватайте его!». Звуки погони наполнили воздух, заставив его немедленно пуститься в бегство. Адреналин подстегнул его ноги, толкая его в темноту, прочь от хижины, подальше от голосов. Но по-настоящему его напугал звук знакомого лая. Макс бросился в погоню. Когда он метнулся между деревьями, взгляд через плечо подтвердил его опасения. Это был Макс. Его фигура казалась тенью на фоне меньшей тьмы, движимой гневом или приказом. Собака, которую он узнал, а теперь ставшая орудием его преследования, была неумолима. Рычание Макса и быстрый топот его лап по лесной подстилке раздавались где-то позади, слишком близко. Осознав тщетность своего бегства в обволакивающей темноте, Фредерик остановился, повернулся лицом к атакующему псу. Сердце бешено колотилось в груди, смирение смешивалось со страхом. Он приготовился к удару, к зубам Макса. Это был момент истины, когда он столкнулся с тем, что, как он надеялся, никогда не наступит. Ночь затаила дыхание, когда человек и собака стояли на краю пропасти. Когда зубы Макса оказались всего в нескольких дюймах от него, его агрессивное поведение изменилось. Вместо того, чтобы кусаться, он остановился, подергивая носом, обнюхивая Фредерика, и в его глазах промелькнуло узнавание. Пес, который гнался за ним с таким рвением, теперь колебался, разрываясь между приказами и воспоминаниями. Рычание Макса стихло, когда он узнал Фредерика. Напряжение в его теле ослабло. Агрессия сменилась любопытством, когда он обнюхал все вокруг, подтверждая свое знакомство. Фредерик с облегчением понял, что Макс видит в нем не угрозу, а друга, с которым он гулял ранее. Связь, которая между ними установилась, какой бы короткой она ни была, оказала влияние на собаку. Быстро соображая, Фредерик оторвал кусок от своей рубашки и, поморщившись, вытер им кровь, сочащуюся из царапины на колене. Ему нужно было, чтобы Макс вернулся в хижину, чтобы избежать дальнейшего преследования. Он осторожно положил окровавленную тряпку Максу в рот, надеясь, что собака вернет этот обманчивый знак, означающий ложную победу. Макс, поняв или просто подчинившись, взял тряпку и повернулся обратно к хижине. Когда звуки его ухода стихли, Фредерик снова остался один, погруженный в тишину и темноту. Он выиграл себе драгоценное время. Теперь все, что он мог делать, это ждать сигнала о спасении, надеясь, что его сообщение принесет помощь, в которой он отчаянно нуждался. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем тишину ночи нарушил отдаленный шум лопастей вертолета. Фредерика охватило облегчение, когда темноту прорезал свет, направленный в кабину. Полицейские действовали быстро и бесшумно, застав спящего пассажира врасплох. Быстрый арест стал свидетельством их оперативности, и вскоре Фредерик услышал голоса, зовущие его по имени, и кошмар, наконец, подошел к концу. В тишине раннего утра в полицейском участке царила оживленная суета, когда офицеры доставили Фредерика, Макса и таинственного мужчину. Атмосфера была насыщена ожиданием разгадки ночных событий. Пока их вели по коридорам, Фредерик испытывал смесь облегчения и опасения, в то время как Макс оставался рядом, по-видимому, осознавая серьезность ситуации. В комнате для допросов Фредерик поделился своей душераздирающей историей, подробно рассказав все, начиная со встречи с Максом и заканчивая обнаружением хижины. Этот человек, когда его допрашивали, почти ничего не сказал против собранных улик. Предметы и трофеи, найденные в его доме, говорили сами за себя, рисуя четкую картину его незаконной деятельности в лесу. Это была история о жадности, которую затмили выживание и храбрость Фредерика. Расследование выявило активное участие этого человека в незаконном браконьерстве, в котором он охотился на редких лесных животных ради их ценности на черном рынке. Его дом, являвший собой гротескную демонстрацию его завоеваний, был неопровержимым доказательством его преступлений.
Этот человек превратил дикую местность в охотничьи угодья, используя навыки Макса для собственной выгоды. Доказательства его противоправных действий были неопровержимы, что решило его судьбу в глазах закона. Макс, который когда-то был пешкой в незаконных действиях этого человека, получил признание за свою исключительную подготовку. Его способность заманивать животных, навык, отточенный его владельцем, была изменена, чтобы привлечь внимание людей, что Фредерик невольно испытал на себе. Информация о дрессировке Макса и его невольном участии в планах браконьера пролила новый свет на действия пса и его врожденный интеллект. Поскольку владельцу, скорее всего, грозит судимость, внимание переключилось на судьбу Макса. Полиция, тронутая историей пса и привязанностью Фредерика к нему, с оптимизмом смотрела на поиски. Максу нужен новый дом, где его интеллект и навыки можно было бы использовать в позитивных целях, возможно, даже на службе. Когда расследование подходило к концу, все надеялись, что Макс скоро начнет новую главу, избавившись от теней своего прошлого.